Привет, телостроители! Это Владырович, и вы на канале о стрит-воркауте и мировом спорте. Сегодня мы посмотрим вторую часть видеоинтервью с Владимиром Титовым. Ссылку на первую часть я оставлю в первом закрепленном комментарии под видео, а также в описании к данному видео на YouTube. Поэтому предлагаю вам прямо сейчас начать смотреть. Там в этой части интервью будет раскрыта история Владимира о том, как он тренируется, его система тренировок. Ну а в предыдущей части немного расскажу. Мы раскрыли Владимира как атлета, как человека, рассказали немного о его жизненных этапах, поэтому обязательно после просмотра данной части перейдите и посмотрите первую часть, будет интересно. Для удобной навигации по видео я приготовил для вас тайм-коды, которые закреплены в первом комментарии под данным видео. Это вам поможет лучше сориентироваться по вопросам, либо же просмотреть интервью полностью. Обязательно досмотрите данное видео до конца, и там вас будет ждать очень хороший подарок лично от Владимира. 3 победителя будут в данном конкурсе, поэтому смотрите, участвуйте, пишите комментарии. Сейчас очень много самых разных элементов можно на YouTube увидеть, то есть люди смотрят, повторяют. В свое время, когда ты начинал заниматься, когда уже там прошло какое-то время, там до того же 2010-2012 года, не было, в принципе, куда смотреть, с чего брать пример, то есть кто придумывал эти элементы, там какие-то редкие, как это впервые выполнялось. Да, я понял. Ну, получается, по поводу элементов, какие-то, да, мы брали с интернета, какие-то пытались придумывать. Бывало моменты, что мы придумывали специальные элементы, думали, вот прям как что сделать. А бывали моменты, кто-то спрашивает, а возможно ли сделать так, а возможно ли сделать так. Ну и мы пробовали. Так. Можно сказать, все рождалось обсуждением между собой, да, и уже какие-то рождались новые элементы, которые позже повторяли. 2015 год, если я не ошибаюсь, цирк Арлета Грюс. Как ты туда попал, в общем-то, в первый раз, и я знаю, что ты не один раз там участвовал, кто тебе предложил гастроли и как сформировалась эта харьковская труппа? Ну, на тот момент с командой 8 человек, 2 группы по 4 человека, мы готовились у Игоря Серкова на поездку в Китай, и он нам ставил номера без снарядов, парная акробатика. И мы хотели уехать, тренировались, и в тот момент Ивану Крыленко написал какой-то человек с Арлет Грюс для сотрудничества там. Ему нужен был 1 человек, но Иван сказал, что есть возможность поехать, но у нас 4 человека, потому что мы готовились уже 2 месяца для Китая. Вот. И если бы он уехал, это, конечно же, было бы неправильно, и поэтому он сказал, чтобы мы предложил нас всех 4. И они подумали, они согласились, и мы поехали все вчетвером в Арлет Грюс. На одном из видеовыступлений с ваших гастрольных во Франции я видел, там было 6 ребят. 4 были с Харькова, а кто остальные 2 были? 1 был Кевин Грюс, это сын, это внук, получается, Арлеты Грюс. Вот. И еще был Сергей Барышников, он с Харькова. И он сам артист, работает уже больше, получается, ну, то, что не буду врать, больше 10 лет, я думаю, там почти под 15 уже подошло лет. И он тоже с нами был, тоже работал, воркаут номер. Скажи, как проходил твой быт в цирке, то есть где вы жили, в каких условиях, как питались и что во Франции тебе запомнилось? Это хороший цирк, очень хороший, нас отлично кормили нас, был большой караван. Он раздвигался, становился в 3 раза больше, чем фура. И там была в одном отделении кухня, и 2 отделения это для того, чтобы люди садились и могли кушать. Кормили нас 3 раза в день, кормили нас отлично, было все хорошо. По поводу жилья, жили мы сами в караванах. Они переездные, которые ездили по всей Франции. То есть мы приезжали, цирк отработал там неделю, месяц, все, цирк собирается, цирк Шапито, собрали его, поехали в другой город, приехали, опять раскладывают цирк, и мы продолжаем работать в другом городе. Что мне запомнилось? Ну, много чего меня научил на самом деле этот цирк, много что я понял в этом цирке.
Конечно же, мне запомнилось это постоянное путешествие. Для меня это было что-то с чем-то. Потому что я за границей никогда не был, только, получается, Россия, Москва. И для меня это был переворот, реальный переворот. И я ходил без знания английского, там пытался в магазине что-то купить, с кем-то пообщаться, пытался узнать, как мне туда пройти, там руками показывал, там несколько слов я знал и так далее. Вот. Касательно языка, выучил ли ты французский хотя бы базово за время пребывания? Нет, вот так получилось, что я как-то себе сказал, что не буду я учить французский, и я пытался учить только английский, потому что со всеми иностранцами, с которыми я пытался там общаться, это только английский, и я понимал, что я буду ездить не только по Франции, там в другую страну я поеду, и английский все-таки нужнее в этом плане, и я все-таки себе дал знать, что я должен учить английский, хотя французский тоже было бы неплохо. Вкратце, что ты испытывал, какие эмоции перед самым первым выходом на сцену в цирке и, в общем-то, что ты чувствовал, как ты боролся с этим психологически, было ли волнение? Да, с командой общались в этот момент, то есть там делились своими переживаниями, там все будет хорошо, ты ничего не забыл, все в порядке и так далее. Конечно, адреналин зашкаливал. Но мы, в принципе, готовили там дня 4-5, мы полностью отрепетировали номер с элементами и начали выступать. Ну и после выступления я пришел, был счастливый, радый, было все отлично, то есть в этом плане все. Насколько интенсивными были тренировки и частыми во время выступлений, и как вы восстанавливались от таких внушительных нагрузок, как я понимаю? Да, для меня это было новое, потому что есть цирковые, которые готовятся ребята. Но по поводу тренировок в цирке не хватало тренера там, который бы тренировал нас как артистов, продолжал нас тренировать постоянно, там каждый день. Это было бы хорошо. Потом сами тренировки происходили по-разному. Бывало, что там по 3 выступления и мы не тренировались. Бывало, что в день. Бывало 3 выступления и мы шли еще ночью тренироваться. Бывало, что одно выступление мы не тренировались. Было по-разному. Было 2 месяца, когда мы тренировались каждый день по 2 раза. Вот с Андреем Примаком. И тогда вот он меня многому, в общем, научил и по воркауту. И вообще много чего мы смогли понять, делясь опытом друг друга. Вот. Ты смог перенять у каких-то зарубежных акробатов, цирковых артистов какой-то опыт и чему тебя основному, базовому научил цирк? Я старался от всех артистов что-то взять свое, там кто-то меня мотивировал сильно, кто-то не сильно, я пытался получить какую-то пользу от них. Но в то время я очень много времени тратил на интернет, я уходил. Для меня это был большой удар с девушкой на расстоянии, и постоянно мы с ней старались созвониться. Интернета у меня тогда не было на телефоне, и я все время бегал в Макдональдс, там под отелями какими-то и так далее. Да, была женщина Тамара, она мне рассказывала, что самый сложный трюк, который я должен делать, я должен его вывести в самый конец. Тогда я запомнюсь хорошо, лучше. Подогреваешь интерес. Да, то есть, получается, разделяем на связки, легкая, и получается повышение мощности, сильное, потом опять немножечко вниз, опять сильнее, то есть вот такая вот шкала до верха. Угу. После нескольких месяцев гастролей, сколько ты всего первый раз пробыл? 10, получается, в общем, я был 10 месяцев в цирке, и приезжал, через 3 месяца я приехал на 3 недели отдыхать, и потом я поехал заканчивать контракт. То есть вот этот небольшой перерыв был между вторым приходом в цирк, это просто был такой небольшой отпуск, да? А контракт дальше продолжался еще. Да, у тебя, да? Это отпуск был для всего цирка. Угу. Сейчас ты находишься в Украине, и, в общем-то, почему ты не продолжил выступление в цирке? Ты говоришь, твой товарищ Андрей Примак, он продолжает выступать. Ты планируешь ли поехать, либо же почему так получилось? Получается,
После Франции я когда приехал, мы думали, что мы поедем всей группой, но на группу, получается, целая группа не интересовала их, и они взяли самого сильного, они взяли Андрея Промака, у него была хорошая подготовка, у него было хорошее стремление к артисту, быть артистом. И они взяли одного его. Он поехал и продолжил работать там в трио на пилоне с этим Кевин Грюс и Сергей Барышников, те ребята, которые тоже с нами выступали. Он продолжит с ними работать. Я же год прождал Арлет Грюс, тем временем я работал с массажами. Потом я год, работая с массажами, искал возможность поехать тоже за границу в цирк. Потом я ее нашел, я уехал в Турцию, Турки-Сирки на год. Отработал там год, 1 сезон. После я вернулся, пробыл здесь некоторое время, работая массажами. И потом я поехал на реабилитацию во Францию. Познакомились мы еще в первый раз, когда были во Франции, я с мужчиной там. Он сам спортсмен, и, в общем, у него был перелом пальца, он там набрал небольшой вес, и я поехал к нему на реабилитацию и на восстановление. Мы с ним там тренировались по 2,5 часа в день, бегали, делали пресс, кардио, вакуум и так далее, планки различные, и сами тренировки на воркаут-площадках и в тренажерном зале. Вот. После этого я приехал, и сейчас я серьезно занялся развитием своих массажных способностей и вообще развивать себя в сфере массажа в Харькове в данный момент. И я не планирую первое время сейчас никуда ехать. Я 100% не буду все время работать здесь, это 1000000%. Я когда-то куда-то буду отъезжать на месяц, на 2, на 3, может быть когда-то на полгода, это 100%. Но в данный момент года 2 я планирую не планировать отъезд отсюда. Что изменилось в твоем подходе к выступлению, к постановке твоей программы во время твоего второго приезда во Францию, когда ты уже с более каким-то опытом выступал? Ну вот, получается, вот с турецкого цирка я под свое выступление я подобрал себе разминку. То есть под каждый элемент у меня была своя разминка, своя подготовка. Вот. Ну, тогда я уже по поводу постановки элементов, я уже знал, что нужно от слабого к тяжелому идти. Вот. Ну и на самом деле есть тяжелые элементы, но не столь зрелищные, типа принца на 2. То есть если я его сделаю в цирке, ну люди, ну хорошо. Если сделаю выход на 2 с хлопком за спиной, это уже интересно. И так далее. То есть таких много элементов. Вот. То есть люди больше смотрят, которые не понимают, как это выполняется, больше смотрят на зрелищность, там, да, чем на какую-то силовую связку. Профессия реабилитолога, скажи, каким ты спортсменам можешь помочь? То есть это который человек получил травму, либо же он просто для профилактики к тебе может прийти, чтобы поддерживать свое состояние и прогрессировать в тренировках? Получается, я могу помочь и человеку, который и травмы имеет, абсолютно различные травмы, и также человеку, который хочет просто укрепить свое тело, стать более спортивным или же просто расслабиться. Часто бывает такое, что люди приходят на массаж, не подразумевая, что там у них есть там запущенные мышцы в одном месте, в другом, в третьем. И когда начинаешь прорабатывать, да, человеку больно, потому что массаж по триггерным точкам немного болезненно, но уже под конец массажа человек встает, и он уже после первого массажа чувствует большие-большие изменения. Так же самое есть разные моменты, когда у людей головные боли, искривлена осанка, одна нога длиннее другой. Там у девушек менструальные боли. То есть это все делается в этом массаже. Есть определенные места, которые отвечают за эти проблемы. С ними идет работа. И многие проблемы можно исправить даже за один массаж. А в целом, вот для профилактики, если человек занимается спортом, он никогда не приходил на массаж, там приходит, например, к тебе, и ты у него можешь выявить какие-то определенные проблемы, да, и помочь ему дальше их то есть улучшить как-то свое состояние здоровья, снять боль с мышц, либо же что-то такое. Ну, получается, чтобы прям найти у человека травму, которую он не знал, это если именно сухожилия там, то в этом плане сложновато. Если он мне рассказывает, что он делал, то и где у него какая боль, я смогу выявить причину, средний уровень сложности этой причины для восстановления, вот, и сделать определенную программу и специальный массаж для этой травмы. Также
у каждого спортсмена, у каждого вида спорта тренируются по-своему мышцы. И вот, допустим, борцы, они каменные, у них очень жесткие мышцы, особенно те, которые не имеют жировой прослойки большой. И вот у них мышцы очень твердые, их нужно растягивать специально. Вот. Тут используются некоторые методы тайского массажа. Вот. Как часто нужно проходить, например, в году такие массажи, либо постоянно на них нужно ходить, если регулярно человек занимает? Ну, можно, допустим, пройти курс массажей, а потом после этого курса ходить там раз в месяц, там, поддерживать все эти моменты, это нормально. Можно делать курсы раз в полгода. Можно делать раз в год. То есть каждого человека индивидуально, в зависимости от его образа жизни, от его деятельности, образ, там, ну, работа какая и так далее. То есть какой вид спорта у него. А количество сеансов, например, за один курс массажный сколько? Вот честно, все люди индивидуальны. Бывает реально, ко мне приходит человек с определенной проблемой, мы ее решаем, и все, этого достаточно. Бывает, если нужно там раза два проходить с этой проблемой, я говорю, нужно еще пару раз. Если нужно пройти 10 раз, я говорю, нужно 10 раз. Если человеку нужно и сбросить вес, и восстановить сухожилие, восстановить травму, я ему говорю, что я вам даю программу тренировок, я там вам даю определенные советы с питания, там, направляю к определенным диетологам, если вы хотите еще вес сбросить. Я вам выписываю систему тренировки для восстановления сухожилия. И мы начинаем работать с этим человеком. То есть ты комплексно подходишь к вопросу, кроме самого этого массажа, ты еще и советуешь по питанию, и по тренировкам какие-то даешь советы? Все мои знания, что находятся во мне, что были накоплены на протяжении всего этого времени, я все эти знания даю человеку. В предварительном нашем разговоре ты говорил, что чтобы научиться какой-то сложный силовой элемент, нужно выполнять как минимум 6 подэлементов под него. Как ты к этому пришел? Почему? Что это за магическая цифра 6? И, в общем-то, как ты тренируешь элементы? Магическая цифра 6, потому что она реально тебя сможет сохранить от травмы. Потому что если мы будем пробовать элемент без определенных подготовок, тогда есть немаленькая вероятность, что мы можем получить травму. Если же мы будем выбирать специальные 6 подэлементов, мы сможем предотвратить ту травму. Я просто жду мужика, он сейчас знает, что он идет. Ходит так. Да, он красава. Ну, на самом деле, можно каждый элемент тренировать и с одним подэлементом, и с 10. Можно и больше придумать. Вот. И для полной эффективности нужно, подобрать 6 элементов. Если мы хотим научиться определенный элемент, мы подбираем 6, 5, 7, 8 подэлементов, делаем 3 отходов под каждый элемент, делаем отдых, и тогда у нас полноценная программа под каждый элемент идет. Сколько элементов можно тренировать одновременно, чтобы одинаково прогрессировать? То есть либо только один выбирать и целенаправленно им заниматься, пока не выполнишь, либо же какие-то можно совмещать там. Честно, вот если ты живешь воркаутом, и особенно вот молодежь, которая уделяет все время воркауту, они могут тренироваться реально с утра до вечера, и чем больше человек тренируется, реально, тем у него идет прогресс. Конечно, отдых нужен иногда, нужно его делать иногда, но чем больше, даже я на себе заметил за последнее время, чем я больше тренируюсь, тем быстрее у меня идет прогресс. Поэтому количество элементов можно тренировать большое. Ну, то есть больше, чем 2-3 одновременно, да? Как-то это разделяется по типам мышц? Там. Да, ну в идеале, да, ты со временем начинаешь чувствовать, что, допустим, стоечку можно вставить в начало, там, потом горизонты в середину, что-то там еще дальше. На какие типы ты разделяешь свои тренировки? То есть это может быть там выносливость, статика, базовые упражнения, укрепление сухожилий. Разделяешь ты как-то это, либо все на одной тренировке выполняешь? Да, я стараюсь это разделять, и то есть как бы зависит от настроения. Я часто тренируюсь по настроению, и бывает, что тренирую элементы, в конце тренировки я тренирую сухожилия. Бывает, я тренирую сложный элемент, и для него я делаю подкачку на сухожилие, а потом начинаю делать сложный элемент. Для того, чтобы включить сухожилие, потому что сейчас будет реально серьезная нагрузка, и я делаю специальную подкачку. Вот. А бывает такое, что я устраивал неделю статики,
то есть укрепление сухожилий. И бывает такое, что я делал себе целую полноценную программу там, на 1,5-2 часа сугубо с резинками тренировка. Без снарядов, без ничего, только резинки. Можно ли одинаково быстро прогрессировать, тренируя одновременно и базу, и элементы, либо же нужно что-то все-таки выбрать через какое-то время занятий, то есть сначала потренировать базу, укрепить себя, а потом уже выбрать, что ты хочешь, например, участвовать на соревнованиях по элементам, либо по базе, что-то одно, либо все вместе можно совмещать? Можно все вместе учить, можно тренировки разделять, допустим, неделя у тебя базы, потом у тебя может быть неделя элементов. Но элементы тоже можно базой делать. Если ты уже научился делать элемент, это не значит, что ты его делаешь идеально. Тебе нужно тренировать его постоянно и накапливать именно эту систему. То есть, чтобы нервно-мышечная связь укреплялась и... Сейчас, надо еще раз. Ждешь? Я хотел ему дорогу закрыть, а он все равно идет. Можно ли одинаково быстро прогрессировать, тренируя элементы и базу вместе? Либо же нужно что-то все-таки определиться и выбрать, если участвовать, например, в соревновании? Да. Смотри, можно прогрессировать. Допустим, мы выбираем день или неделя у нас базы, потом у нас день или неделя элементов. Вот. И также же элементы можно тоже делать базой. То есть элементы с большим количеством повторений. Научился делать элемент, и через время начинаешь его делать 3 раза подряд, 7 раз подряд и так далее. Угу. Скажи, что важнее для прогресса, кроме, допустим, полноценного сна, сбалансированного питания и правильной системы тренировок? Что-то еще есть, какие-то факторы? Целенаправленность. Ну, То есть психологическая подготовка? Психологическая, да. То есть ты должен верить, что у тебя получится, у тебя должна быть система, ты должен идти по этой системе, каждый день тренироваться, не сворачивать с пути. Если что-то не получается, такое бывает, нужно идти дальше. Кому-то реально какой-то элемент может дастся легче, кому-то сложнее, у кого-то там руки длиннее, ноги короче и так далее. То есть все это играет немного, но все эти моменты их можно обойти, и чтобы реально научиться всему, что ты хочешь, нужно только этому учиться и идти вперед. А что скажешь о своем питании? Есть ли тут какая-то система, возможно, которую ты время от времени либо регулярно придерживаешься, какие-то продукты, которые ты употребляешь? То есть, либо... Есть некоторые продукты, которые я стараюсь, чтобы они были у меня каждый день в моем рационе. Вот. Но иногда также бывает, что питание не всегда сбалансировано у меня, не всегда оно все правильно, не всегда все корректно, но стараюсь быть максимально правильно, стараюсь питаться максимально правильно. Все же для тебя что важнее, тренировки, либо же питание? Нужно и то нужно. И тренировки очень важно, и питание важно. Особенно если бывали периоды, когда тренируешься там по 5 часов в день. И вот именно в этот момент питание так же самое важно, как и тренировки. Если ты тренируешься там 1,5 часа в день, через день, тогда питание сильно не так сильно оно тебе поможет в этот момент. Скажи, как ты относишься к тренировкам в отказ по количеству повторений? То есть все делать на максимум постоянно? Это хорошие тренировки. И как часто их нужно проводить? Допустим, нужно выбирать определенный день, когда ты это делаешь. Можно через день их делать, но нужно выбирать определенный день. И опять же, это разные группы мышц. Если мы делаем через день, именно на максимум. Мы сделали сегодня руки, завтра у нас ноги, и на следующий день у нас опять на максимум там пресс, грубо говоря, или там спина, то это совсем разное. Поэтому можно использовать там через день, можно даже каждый день, если правильно все делать. В каком диапазоне повторений ты делаешь, например, базовые упражнения? Есть ли какие-то промежутки в подходах, в повторениях, то есть на количество раз? Честно, стараюсь, чтобы это доходило до минуты, не больше. Если это реально какой-то очень сложный подход на максимум, тогда 2 минуты отдыха. Иногда это 45 секунд, 30 секунд, в зависимости от программы сегодняшней. А именно по количеству раз, в каких диапазонах ты тренируешься? Много повторка, либо же там по 10-12 повторений, какие-то есть у тебя? Всегда больше 10 стараюсь. Допустим, если база закачка идет, то это больше 10 раз. Но бывает по-разному, 10, 12, 15. Опять же, реально это воркаут, очень большая разновидность элементов, большое. И какой-то элемент получается раз 5 всего лишь сделать.
на подкачку, а какой-то можно и 25 сделать. Можно сетами тренироваться. То есть воркаут это вот такая разновидность элементов. А какую роль в воркауте играют крепкие связки, сухожилия и какой принцип их укрепления? Стоит ли их отдельно укреплять? Ну, они играют очень важную роль, и укреплять их нужно отдельно. Есть статическое укрепление, мы держим в статике, и есть легкодинамическое, это когда движения происходят короткими. Ну, так часто используют систему такую армрестлеры. У них есть статика и есть с небольшим движением, то есть вот таким вот они закачку делают, это тоже хорошее. То есть, в принципе, полезно будет воркаутеру отдельно, да, выполнять какие-то Это нужно упражнения? систему целую вести. Если воркаут ведут там в школу, допустим, то, допустим, укрепление сухожилий должно быть обязательно. Какие основные мышцы базовые в воркауте задействуются? Там, например, плечи, крепкий кор, хват крепкий. Что еще важно в воркауте? Под каждый элемент нужно тренировать свои сухожилия, свои связки. В зависимости, что человек хочет научиться. Если он хочет передний вис, нужно одни элементы связки укреплять. Если он хочет ласточку, нужны другие. То есть под каждый элемент нужно укреплять свои сухожилия. То есть ты являешься приверженцем каждодневных частых тренировок, чтобы был результат, нужно тренироваться много и часто, так? Ну, для тех ребят, которые хотят выступать в воркауте, да. Для тех людей, которые хотят поддерживать хорошую спортивную форму, нет. Почему был задан такой вопрос? Многие атлеты, которые уже, например, ведут YouTube-канал свой на протяжении нескольких лет с других стран, они тренировались каждодневно и за счет этого получали травмы. То есть по разным причинам, может, там недоразмялись, либо... Но они это связывают с тем, что они занимались каждый день, и теперь они советуют, что лучше позаниматься там 3-4 раза в неделю, но тогда будет меньше риск травм, и с тем же будет прогрессом все идти, если грамотно подойти. Вот если грамотно реально подходить к тренировкам, можно тренироваться каждый день, травм не будет. Множество спортсменов, гимнастов заканчивают свою карьеру молодым, потому что прогресс поначалу идет быстро, и пока мы молодой, даже если мы какую-то травму получили, она может либо быстро восстановиться, либо мы ее даже не заметим. Но потом, когда мы уже дошли до большого уровня, у нас уже крутые сложные элементы, дальше нужен подход максимально профессиональный. Если этого профессионального подхода не будет, у нас будут травмы. Если же мы дальше будем идти и учить новые трюки, нам нужна максимально качественная подготовка к этому и укрепление всего тела, всех нюансов, которые требует этот элемент, тогда у нас не будет травмы. И мы сможем идти дальше, дальше и дальше. То есть, если грамотно, то каждый день можно заниматься, Да. как, в принципе, ты в цирке говорил, так Да. у тебя было, сколько дней ты подряд, ты говорил, 50 с чем-то дней подряд? Но это, получается, не в цирке, это мы занимались за 57 дней, у нас было 55 рабочих дней, когда у нас была полноценная тренировка в 1,5-3 часа, у нас было утреннее кардио небольшое, у нас были планки 15 минут и у нас был вакуум 10-15 минут. То есть это мы делали на протяжении 55 дней из 57. Один день мы вообще ничего не делали, потому что это был заключительный наш день, когда мы там были. Мы просто включили самых ленивых людей в мире и ничего не делали. И один день мы не тренировались, потому что мы выезжали, но мы сделали с утра планочки и вечером. По поводу элементов, закончим эту тему. Скажи, влияние динамических подводящих упражнений на статический элемент, например, и наоборот. То есть, например, статическое упражнение передний вис, нужно его тренировать только статическими подводящими, либо же те же подъемы передний вис динамические также помогут. И статические, и динамические. Нужно объединять все это. Ты связываешь совместную работу мозга и человеческого тела, то есть в том плане, чтобы мозг направлял, какие мышцы напрягать в том или ином упражнении, либо же главное просто тренировки бездумные. Связываю, я это реально связываю, и существует, точнее я использую это часто, когда человек пытается сделать элемент, но мозг с мышцами не соединился еще, и я специально, допустим, для этого существуют фитнес-резинки. И, в общем, специально есть различные элементы, даже тот самый выход ангела. Сначала нужно взяться за низкий брусину и делать на брусьях, допустим, повторение, как будто якобы ты делаешь ангела, но на самом деле ты приседаешь и встаешь. Да, я связываю.
Как понять, какие у человека есть слабые точки при изучении элемента? То есть, например, вот он его тренирует, там, подтягивание на одной, и оно у него, ну, там, месяц, два, там, полгода, год тренирует, а оно на одном месте у него стоит. То есть, как понять, в чем проблема? Какая-то есть общая методика? Какая-то есть, нужно посмотреть на этого человека, как он подтягивается. Ну, за год прогресс по-любому должен идти. Система, я думаю, что система может не подходящая к этому человеку. Нужно пробовать что-то поменять, что-то пробовать новое. Скажи, какие у тебя планы на будущее по спорту? Возможно, они есть? Как-то ты связываешь свою жизнь с этим, с воркаутом, либо же в общем со спортом? Да, я хочу развивать спорт вместе с командой Барстайлерс, не только в Харькове, не только в Украине. Я думаю, со временем мы выйдем на международный уровень по развитию спорта. Также продолжать заниматься и развивать методы воркаута, методы реабилитации различные, изучать это дальше, помогать людям, это мне нравится, развивать здоровый образ жизни, я тоже от этого кайфую. Есть еще некоторые нюансы, за которые я борюсь, но пока что я о них не буду говорить. Занимался ли ты когда-то тренерской деятельностью в воркауте? Были ли какие-то достижения, если такой? Занимался тренерской деятельностью немного. Я тренировал у себя на районе. Я постоянно тренировался. Вот когда начал перед Турцией, я серьезно начал заниматься, и я занимался на улице, готовился. И на тот момент, всегда было много людей, когда я занимался, всегда много людей тренировалось вокруг. Но когда я начал серьезно заниматься и готовиться к цирку, это уже шоу. И много детей начало интересоваться. И собралось на тот момент около 25-30 человек, которые ходили ко мне на занятия. Я сделал 2 группы, младшая и старшая, и тренировал их. Есть какие-то ребята, которые после этого стали, например, на харьковских соревнованиях участвовать? Нет. Либо же... Я потренировал совсем немного, около 3 месяцев, и после этого я уехал. Ну а так, чисто мои тренерские достижения, это я кому-то что-то советовал и так далее. У меня есть, я думаю, что у меня достаточно хороший опыт в этом, как я считаю. Много чего понимаю в этом плане. Вот. Но так, чтобы я тренировал прям чемпионов, готовил, такого еще не было. Но тебе хотелось бы? Да. Ну просто какого-то чемпиона? Конечно. И завершающий вопрос, скажи, какие бы ты, скажем, топ-3 совета дал начинающему, который, возможно, посмотрит данное интервью, как-то смотивируется и захочет заниматься, с чего ему стоит начать? Который, например, человеку подросток, там, 13-15 лет, и вот он увидел видео и захотел заниматься, с чего ему стоит начать? Ему нужно начать с базы. Это тренировать базу. То есть первое время ему нужно стать сильным, и ему нужно тренировать базу. Потом... Под базой какие ты упражнения подразумеваешь? База обычные сначала отжимания, подтягивания и немножко, которые варьируются в этом направлении. Потом постоянность. То есть, если реально человек хочет добиться на соревновательном уровне что-то, чтобы выступать, ему нужно постоянство каждодневное. Ежедневно. Если же он хочет просто спортивное тело, ему тоже нужно каждую неделю, 2-4 раза в неделю тренироваться, и будет идти прогресс. Резюмируя все сказанное, нет какой-то волшебной таблетки, то есть нужна дисциплина, нужны регулярные тренировки и терпение, все это приходит с опытом, со временем. Да. Вот данный выпуск и подходит к своему завершению, а сейчас обещанный конкурс. 3 человека, которые оставят под данным видео в комментариях по одному вопросу, и Владимир сам выберет, какие лучшие вопросы, тем будет небольшой подарок. Какой именно, вы можете прочесть в комментарии. Конкурс будет длиться 1 месяц с момента выхода данного видео. Я надеюсь, что все сказанное в видео было для вас полезным, и вы все это примените в своих тренировках, ведь это неоценимый опыт. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы первыми увидеть новые выходы роликов на канале. И, конечно же, ставьте лайк, если вам понравился этот ролик. Ну а возможно, с Владимиром мы еще снимем какую-то практическую часть. Атлет спит в каждом из вас, и мы его разбудим. До скорого. Все. Все. Отлично. Вообще. Спасибо.
Ну вот, на этой увлекательной ноте и завершаем данное интервью. Всего было 2 части. Напомню, первую часть вы сможете посмотреть в описании под данным видео, будет ссылочка. Не забывайте участвовать в конкурсе, о котором рассказал Владимир в конце, и пишите комментарии. Делитесь данным видео в соцсетях с вашими друзьями. Лучшая благодарность за труд, проделанный в данном видео, это ваш лайк, подписка на канал. Поставьте колокольчик, чтобы в следующем видео увидеть первым.